Мы с вами привыкли считать российскую ФСБ сборищем мракобесов, которые сражаются с ЛГБТ, оппозицией и здравым смыслом. Но вот парадокс. Даже у них иногда проскакивают моменты просветления, и они вспоминают, что их основная задача – это госбезопасность этой самой России. И вот на днях стало известно, что ФСБ внезапно решила не искать врагов в НАТО или украинских школах, а посмотрела чуть восточнее. И что же там? А там Китай. Да-да, тот самый, которого в телевизоре рисуют братом, другом, стратегическим партнером и чуть ли не духовным наставником Путина. Но за кадром совсем другая история. В закрытом докладе, переданном Путину, ФСБ прямо назвало Китай главной угрозой России. И нет, это не шутка. Ни Польша, ни Украина, ни Зеленский и даже не Байден с Соросом, а Китай, с которым Путин каждый год жмется щеками и чокается чаем с жасмином. Неожиданно? Да, по большому счету, не так уж и неожиданно, если не ссать себе в глаза и уши и не слушать путинскую пропаганду. Ну а вы на канале «Утилизатор реальности». И, как вы знаете, мы здесь таким не увлекаемся. Зато давайте разберемся вот с чем. Кто кого держит за яйца. Начинаем. Долгое время казалось, что в российской вертикали власти хуже всего живется министру здравоохранения. Но нет, оказывается, еще хуже быть аналитиком в ФСБ, который должен на полном серьезе выискивать пятую колонну в детском саду. И вот прорыв, прозрение, осознание. В июне 2025 года ФСБ передает Путину закрытый доклад, где черным по белому написано «Китай – угроза номер один». Не гипотетическая, не потенциальная, а самая настоящая. Причины? Целый букет. Масштабный шпионаж в авиационной и оружейной сфере, переманивание ученых и конструкторов, разворачивание сетей влияния в азиатских республиках и, наконец, реальные территориальные претензии на российский Дальний Восток. То есть пока федеральные каналы продолжают рассказывать о «золотом веке дружбы», в кабинетах на Лубянке легкий тремор. Потому что, судя по их же отчетам, если кто и проглотит Россию, так это не НАТО, а тот, кто уже давно рядом, с палочками и нефритовым поясом. А теперь внимание! На все это Путин не просто не реагирует, он продолжает демонстрировать на публике полное подчинение Пекину. И тут начинается самое интересное. Потому что даже в собственной конторе Путина считают дураком. Или не считают, а просто молчат, тихо подгребая документы на случай эвакуации в Сербию. Си Цзиньпин – человек с холодной улыбкой и планом на полвека вперед. Путин – маньяк, шизофреник, выживший из ума диктатор, с вечной обидой на Европу. Украину, да и на всех остальных, пожалуй, тоже. Но внешне они смотрятся вполне идеальная пара, хоть и с разным пониманием слов «дружба» и «равенство». Китайский лидер принимает Путина на форумах как дорогого гостя. Но только в рамках протокола, причем с такими деталями, что даже дипломатическая мебель краснеет. Вот тебе банкет. Один пояс, один путь. Си первым выходит на трибуну, Путина пускают только следом. Вот тебе Красная площадь, идут рядом. Машут ручками, как стальные друзья. Но ровно до того момента, как камера выключается, и Путин снова становится мелким клиентом с сырьем и распродажей страны в придачу. А помнишь, как в 2022 году на открытии Олимпиады в Пекине по просьбе китайской стороны Путин и Си даже не пожали друг другу руки? И это был не ковид, а четкий сигнал. Ты тут не на равных. При этом ведь Путин – бывший ГБшник. Он должен был бы понимать язык протокольных жестов. Но он упорно не хочет видеть, что Си не считает его партнером. Китай держит дистанцию, хотя внешне подыгрывает. А Путин продолжает делать вид, что у них с Си брат за брата. Это уже не внешняя политика. Это токсичные отношения, в которых один платит, унижается и вечно благодарит, а второй просто терпит и использует. Когда в учебниках по истории будущего поколения будут читать о мягкой колонизации, в разделе с примерами первым будет стоять Российская Федерация, 2020-е годы. А начиналось все тихо. Без аннексий, без войн, просто аренда земли. Но с китайскими масштабами. Ленинский район еврейской автономной области из 81 тысячи гектаров пашни, более 60 тысяч арендуют китайцы. И что ж они делают? Выращивают сою. Причем на износ, под вывоз. В 2015 году обсуждался контракт на аренду 2 миллионов гектаров сибирских лесов. Официально под целлюлозу. А неофициально под вырубку и выкачку всего, что растет, лежит и вообще еще дышит. Конечно, российская пропаганда все это называет инвестициями. Но по факту это разделка по частям, с нулевым контролем и минимальными налогами.
Конспирологи уже кричат, что Китай выкупил Сибирь. Но не нужно быть теоретиком, достаточно просто посмотреть в кадастр. Причем аренда – это еще самое мягкое. Китайцы все чаще приходят с капиталом, строят свои производства, нанимают своих рабочих, вывозят прибыль и уходят. Россия же получает от этого ровно столько, сколько дурак от угощения в казино. Это уже не равноправие. Это классическая модель ресурсной колонии. Только флаг не меняется. Все остальное давно не твое. А у Путина еще при этом как-то поворачивается язык хвастаться перед своим народом тем, что его армия захватила еще 3 квадратных километра земли на Донбассе. Позорище, блин. Если бы у унижения был бухгалтер, он бы вел учет российско-китайской торговли. В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Казалось бы, праздник. Но стоит копнуть. И выясняется, Россия продает нефть, газ, уголь, и все это с жирными скидками. Китай продает технику, электронику, все подряд, без скидок по своим правилам. А в итоге Россия отдает сырье, Китай зарабатывает. Более половины российского импорта уже китайский. А в китайском экспорте Россия жалкий 3%. Это как если бы ты отдавал соседу свою печень, почку и лобные доли, а в обмен получал шлепанцы и фен. И ведь самое веселое – это последствия. Когда половина твоей экономики завязана на одного партнера, это не партнерство, это колониальная зависимость. И этот партнер не сентиментальный ЕС, а прагматичный, безэмоциональный Китай, который будет выжимать тебя до последнего барреля и киловатта. И знаешь, и в чем главная трагикомедия? Россия исторически была частью европейского рынка. Логистика, нормы, язык бизнеса, культура – все было нацелено на Запад. А теперь ты стала экономической гейшей в азиатском борделе. По доброй воле. По указке от человека, которого в Китае за спиной, вероятно, называют не иначе, как лояльный сырьевой клиент с ядерной кнопкой. Зато в телевизоре братский Китай, великая евразийская дружба, стратегическое партнерство без аналогов. А в реальности ФСБ пишет отчеты, что Китай активно занялся шпионажем, готовит территориальные претензии и высасывает экономику. Но российскому зрителю этого знать не положено. В эфире Си Цзиньпин назвал Путина старшим братом. За кадром никаких рукопожатий, намеки на унижение и контроль над поставками нефти и газа. В студии Соловьева восторг. Китай с нами. А на Дальнем Востоке китайские компании строят заводы, дороги, инфраструктуру. Зачастую под свои стандарты и под своих подрядчиков. Пропаганда говорит: мы равные партнеры. Реальность отвечает: один дает ресурсы, второй диктует цены. Особенно умиляет, как в Кремле продолжают цитировать китайские мудрости на баннерах и форумах. Такое ощущение, что в какой-то момент Путин просто решил перепутать страну с франшизой китайского ресторана. В итоге имеем экономика на китайском крючке, армия завязана на китайскую электронику, транспорт на китайские автозапчасти, будущее на китайской доброй воле, а пропаганда все твердит: Запад им враг, Китай брат. Ага, брат, который уже тебе тайком пишет завещание с тобой в качестве покойника. Путин любит надувать щеки и изображать геополитического гроссмейстера. Любит рассказывать про многополярный мир, суверенитет, духовные скрепы и прочий словесный навоз, которым он кормит 20 лет внутреннего потребителя. Но давайте честно, какого уровня надо быть дебилом, чтобы за 3 года превратить страну с ядерным арсеналом, колоссальной территорией и огромными природными ресурсами в вассала Китая? Это не гениальный ход, это пьяный заход в геополитику с голой жопой. Путин, ты же не просто уничтожил отношения с Европой, ты сожженным мостом убегал от них в сторону Китая. Ты обвалил экономику, превратил экспорт в монопсонную кормушку для Пекина, подчинил критически важные сферы китайским компонентам, а теперь еще и вынужден продавать нефть и газ за юани по цене, которую не ты устанавливаешь. И ради чего это все? Ради того, чтобы напасть на Украину? В страну, с которой у тебя тысячи километров общей истории, родственников смешанных браков, где в 2022 году ты хотел провести 3 дня и посадить в кресло Януковича 2. А в итоге ВСУ на ходу, народ на мобилизации, экономика на западной поддержке, а твоя армия на китайских труселях, иракских дронах и советских ржавых танках. Ты развязал войну, от которой тебе не только Украина не даст отступить, но и Китай не позволит победить.
Потому что ты уже по уши в долгах и зависимости. Где твоя геополитическая мощь, собиратель земель? Земля-то уже не твоя. На Дальнем Востоке китайцы жмут руку местным чиновникам, как будто это их губернии. Твои завоевания в Украине – это развалины, в которых тебя проклинают. А твои друзья в Пекине – это люди, которые уже вычеркивают тебя из уравнений, где ты нужен был только как тупой, но лояльный поставщик сырья. Запомнят тебя не как царя, не как вождя, не как героя, а как тот случай, когда встал с колен и на коленях же пополз в сторону китайской границы. Китай не нападает. Зачем нападать на то, что уже твое? Сегодняшняя Россия – это идеальный подарок для Пекина. Послушный, слабый, зависимый, с ресурсами и с лидером, который настолько туп, что сам добровольно отдал рычаги управления. И вот этот вот человек, который подает нефть с поклоном, выносит лес из Сибири и шлет рапорт ФСБ под сукно, лезет в мировую политику, учит других жить, строит новый мировой порядок и грозит ядерным оружием. Но проблема не в том, что Путин с ума сошел. Проблема в том, что он потащил туда всю страну. И если раньше Россия хоть что-то значила, теперь она просто тарталетка на азиатском столе между юанем и очередным китайским проектом по освоению Сибири. А все начиналось с одного невинного лозунга: «Зачем нам Запад? Мы и сами совсем разберемся». Разобрались. Теперь за вас разбирается Китай. А с вами был утилизатор реальности. Не забудь скинуть это видео своему другу, который до сих пор думает, что Китай с Россией – друзья и равноправные партнеры. А у меня вроде бы все. Ставь лайк, если ролик оказался полезным. Ну и напиши, что думаешь по поводу очередной геополитической победы этого бункерного мастера многоходовок. Ну и, конечно, подписывайся, если до сих пор этого не сделал. У нас впереди еще немало острых тем. Так что, до скорых встреч!